Здравствуйте, мои дорогие друзья, мои дорогие любимые подписчики и гости канала. Те, кто, быть может, совершенно случайно оказались на канале Таро Немо. Таро расклад. Кто или что появится неожиданно? Какие неожиданности вам предстоят? Давайте с вами узнаем. Мы еще пока не знаем, с чем это будет связано, что нам расскажут карты. И у кого-то это может касаться отношений, а для других вопросы, связанные с документами, работой, какими-то важными согласованиями, может быть, встречами или перемещением. Вот какие энергии будут для прояснения той или иной ситуации, давайте с вами узнаем. Но как неожиданность сама по себе, вот такой расклад давайте с вами рассмотрим. Кто или что появится неожиданно. Может быть и новость какая-то, которая так вот ломает шаблон, да, перестраивает ваши планы. И вначале мы выполним сигнификацию, чтобы подробно узнать, кто вы, с кем готовы говорить карты, какую историю нам сегодня они распишут. Итак, что о вас расскажут карты? Насколько то, что вы услышите, откликается вашей душе? Кто же вы? Сижу и жду. Пейзаж не меняется. Есть какая-то тема, кстати, может быть заминка. Вот какое-то дело вроде развивалось, все как-то шло, к чему-то вроде складывалось, да? А потом пауза. Но очень символично, если вот вы открыли это видео именно в момент, ну, в ближайшие дни, когда вышло, опубликовано было это видео. Но у нас планетарный сейчас ретро-уран и до 4 февраля. Поэтому тут, если даже это сам декабрь, мои дорогие, 25 года, то в конце очень символичны какие-то задержки. Но чаще всего так и бывает. Вторая половина декабря всегда пауза. Но кто же вы? Может быть, эта пауза не теперь, а она уже где-то длится какое-то время. Вроде как решиться на что-то нужно. Явно есть план. Явно есть какие-то у вас достижения. Но вот сейчас, может быть, знаете как, вот эта конфигурация говорит о том, что вы уже на что-то настроились. И, в принципе, даже, может быть, и план уже продумали, да? И вы уже чем-то были воодушевлены. Вот тут явно есть воодушевление, потому что вы для себя уже какую-то траекторию наметили, факт. Может быть, до деталей вы там что-то не просчитали, но может быть. Кто-то отдал документы, например, или подал куда-то документы, да, и вы ждете этот документ. Когда вы это получите, и для вас это как новая жизненная эпоха. Вы где-то предвкушаете. Поэтому вот эта двойка жезлов, по сути дела, ведь это всегда какие-то рамки. Вот представьте, два жезла, да, а мы вот ходим туда-сюда. То есть, ну, какая-то заминка, она присутствует. Здесь нам показан человек, смотрит в окно. Что мы там видим? Ничего. То есть мы как будто живем все-таки ожиданиями. Но вот нам карты говорят, что мы в предвкушении нового жизненного этапа. И все же в ваших руках что-то ценное. Вот то, что держит девушка, это прообраз Грааля, ни много ни мало. И как-то вам предстоит это ценное, или то, чего вы добились, достигли, или вот тот вопрос, который вы сейчас обдумываете. Тут как-то к нему надо явно подойти по-другому, более осторожно, что ли. Потому что тут мы можем просчитаться, потому как и карта нам говорит, что, ну, вот так рада, конечно, безусловно, девушка, что-то он получается, что-то сейчас, знаете, не просто вдохновляет, а это эмоциональное ощущение, что какой-то план действий, он сработает, да? Но Грааль она держит над омутом. И нам уже художник показывает, какие-то невидимые силы начинают свою работу. То есть есть риск, да и сама-то она не стоит устойчиво, словно держится за сухой сук. И в любой момент или сук обвалился, отвалился, да, не удержал ее, либо она упустила вот этот Грааль. Вот какой-то у вас сейчас такая двойственная ситуация. Что еще? Вы знаете, тут больше хочется, наверное. Вот знаете, как забыть какое-то прошлое, чтобы вот оно вас больше не мучило? То, от чего вы устали. Может быть, и усталость у вас сейчас тоже присутствует. Может быть, вам нужно себя сориентировать на какое-то новое дело. Может быть, вы
уже получили какую-то новость и понимаете, что придется корректировать эти самые планы. И вы вот сейчас обдумываете, как же мне поступить, потому как у кого-то паш Пентаклей мог быть связан конкретно, может быть, с известием от ваших детей, вот у кого дети есть, да, может быть, даже взрослые. Или это та информация, когда вы понимаете, да, я тут что-то просчитал или просчитала. Ну, елки-палки, ну не идет это, вот и все. Что же происходит прямо сейчас? И вроде как не отменяется, но дистанция явно удлиняется. Для кого-то из вас нужно решить финансовый вопрос, и вы не знаете, как к нему подступиться. И понимаете, что от этого вопроса или его решения могут зависеть какие-то и другие ваши дела или в целом ваши планы. Может быть, это вы уже что-то просчитали даже, да, и наметили себе план. Но тут тогда финансовая как будто составляющая вклинивается и не дает вам возможности этот вопрос решить или даже к нему подступиться. Ну, давайте поподробнее, так кто вы сейчас, что это происходит? Вы как надеетесь на какую-то неожиданность или его величество случай? Вам кажется, что ну нет, но вот все равно, может быть, это на уровне интуиции у вас такое присутствует, что ну нет, вот все равно вот что-то должно сработать, как будто какой-то невидимый механизм. И нам здесь говорят, ну да, тут правда что-то сработает. Но вы знаете, не в ту сторону, как вы этого ожидаете. Или это уже случилось, кстати. Это вы были чем-то воодушевлены. Вот смотрите, вот это вот положение, да, когда мы смотрим в окно или, ну вот не меняется этот пейзаж. Оно было как раз и связано. Мы ведь смотрим на день сегодняшний, прямо сейчас. Оно как раз и было связано, что вроде бы уже какой-то новый план наметился, да. Быстрее вот желание, ну, завершить какой-то, сыграть как будто заключительный аккорд и уже устремиться вперед. Но тут сначала мог вклиниться какой-то вопрос по части финансов, который вас притормаживает, раз. А более того, потом еще и известие какое-то вы получили или узнали о каких-то обстоятельствах. Обстоятельства какого-то вопроса, когда, ну, была, допустим, одна тема или какая-то одна задача, а тут к ней присоединяется новая информация, что вот это в таком ключе, как прежнем, да, как планируемом, не может быть. Уже какая-то конфигурация для вас поменялась. Вот посмотрите, уже вроде как нулевой аркан, да? И уже мы полны силы, оптимизма, нам что-то интересно, мы уже даже радуемся. А вот потом, видимо, как стоп какой-то произошел. Вот и правда, по 13-му аркану нам говорят, ведь это старший аркан, словно высшие силы, вы бы уже готовы были, словно вот этот прыжок в будущее совершить. И вот что-то происходит, что вас останавливает, и вы понимаете, нет, вот я пока не могу. Это было бы ошибкой сейчас поторопиться. Вот явно что-то у вас такое произошло, что вас остановило. Может быть, это даже внешние какие-то обстоятельства, которые вас останавливают от поспешных действий. Или даже вы куда-то уже, допустим, предположим, да, вот как вариант, вы где-то уже оказались, или вы куда-то съездили, переместились, может быть, с кем-то совершили уже переговоры, договоры, даже бумаги могли подписать. И вдруг происходит то, что нет, тот вариант, который был прежде, он не сработает дальше. Потому что есть какая-то объективная оценка происходящему, и вот ее сейчас именно нужно рассмотреть. И есть сожаление, скорее всего. Да. И вас это ставит, может быть, перед двойным выбором. С одной стороны, вот смотрите, явно тут присутствует какой-то момент, ну, может быть, как недостатка финансов, правда. Может быть, кто-то из вас ищет того человека, который, может быть, придет на помощь. И по рыцарю Пентаклей хочется сказать, что да, в нашем окружении вроде есть такой человек. И я вам более даже добавлю, он действительно таки присутствует. Но следующий у нас аркан идет Луна. Поэтому те, на кого вы могли рассчитывать или надеяться, или что-то было обещано, может быть, была вот как раз обещана какая-то бумага, взаимодействие, помощь, но тут полные сумерки. Ничего не понятно. Более того, и с другой стороны, как бы, да, какая-то другая сфера жизни.
Какие-то тоже, может быть, дела, документы, но это тут как бы две, может быть, они увязаны, эти две темы, воедино, но все-таки это как два направления, которые вы, возможно, планировали как раз, вот, да, вот эти две границы, соединить в единое гармоничное целое. Тут и одно стоит на паузе, или идет не в том контексте, не в том эквиваленте, ну или финансы не в том количестве. Так тут и еще и вы могли узнать, например, о том, что пересматриваются какие-то положения, может быть, законы или что-то такое, что, ну, тоже хочешь, не хочешь, а это надо учитывать. Поэтому и выбор, двойка мечей. Куда? Каким образом? Вот вы сейчас явно, какая-то есть пауза и существует выбор. Стоит ли что-то продолжать? Более того, а тут, и знаете, по аркану умеренности мы понимаем, что сейчас можем подзастрять долго. И вы хотите, наверное, эту брешь пробить. А все равно, как будто не получается, мои дорогие. Вы тут уже, ну, как мы говорим, голову сломала, да? Да, голову сломала, пейзаж не меняется. Что прямо сейчас у вас происходит? Ну, явно были у вас с кем-то контакты, может быть, и недавние, да? Когда вас уверили в чем-то, как бы начало, да, и вот конец, вот кто вы, мы говорим. И замыкается на короле жезлов. У кого-то на персоне решение вопроса замкнулось. Может быть, это даже третьи какие-то лица, которые имеют каким-то образом воздействие либо на вашу ситуацию, либо ситуация внешняя, она с этими третьими лицами связана. У кого-то это может быть по части личной жизни, хотя, в принципе, нам тут про личную жизнь не говорят, но с учетом как раз Луны, то тут может быть и личная жизнь. Король жезлов — это, я часто говорю, харизматичный лидер. То есть обещаний много, ну или немного, по крайней мере, это тот человек, когда нам хочется с ним продолжать взаимодействие. Когда мы, в принципе, получаем какую-то, знаете, ну, подпитку души, наверное, как минимум, да, нас это воодушевляет, нам это интересно. Но этот контакт мы хотели бы продолжить. Может быть, и были общие какие-то планы, но ведь тут не совсем нам говорят м, о том, что человек готов участвовать в чем-то. Нет. В плане общения, да, конкретных действий со стороны человека нет. Вот так. Как-то так. Ладно, давайте мы с вами перейдем. Если вот я думаю так, что эта сигнификация явно вам тут о чем-то рассказала, могла, по крайней мере. Сейчас я еще чуть-чуть смещу наверх. И мы с вами спросим, сообразно, да, что мы имеем. Как бы два направления, которые хотели вы воедино соединить, а вот не идет. Что или кто появится неожиданно? Может быть, это вообще что-то альтернативное. Давайте узнаем. Что или кто появится неожиданно? Какие вообще неожиданности? В ближайшее время, может быть, вам предстоят. А вы знаете, тут у вас стабилизация, тем не менее, идет какого-то вопроса. И, кстати, это и по части паузы, и по части того, может быть, последнего известия, которое вы получили. Вот смотрите, пауза, поскольку праздник после победы, четверка жезлов, значит, все равно у вас в каком-то контексте победа будет. У кого-то из вас это могли быть вопросы, вот часто четверка жезлов, это связано с жильем. Мы трактуем иногда как дом, но тут у нас хижина, юрта, вернее, изображена, поэтому, может быть, ну, так, отчасти автор колоды нам пытался передать, что да, вот эти четыре столпа, когда или наш якорь, или что-то очень важное, как место нашего пребывания, проживания, или вот то место нашей безопасности. Вот праздник он будет, и у кого-то может быть, хоть и со скрипом, но жилищные вопросы будут решаться, может быть и так. Но жезлы — это у нас еще иногда и денежный эквивалент, точнее не совсем денежный, а откуда деньги приходят, каким образом вы их зарабатываете. Может быть, это на работе какие-то заминки, заминка с вашим личным проектом, почему нет? Или с вашим, ну, как личным бизнесом, может быть, да, или, ну, какая-то такая история деловая все-таки, да. Вот здесь все-таки это будет каким-то образом продолжаться. Вот, может быть, и неожиданно. Ладно, давайте посмотрим еще. Что же там за неожиданности? Королева чаш.
Это какая-то кто-то из ваших близких, может быть, это по части вашей семьи, дома. А, контакты с таким человеком. Часто это родственники. Ну, может быть, какое-то приятное общение. Часто и по королеве чаш ведь это тоже можете быть, ну, как архетип карты. Вы сами, мои дорогие, почему нет? Ведь это карта любящего человека. И причем, ну, это карта того, кто готов ждать долго, бесконечно долго. Это карта альтруиста еще одновременно. В некоторых колодах так и прописывается, и причем это тот альтруизм, который незаметно в какое-то самопожертвование переходит. Поэтому тут можно трактовать двояко. Так что? Или кто появится неожиданно? Но тут какая-то история любви или история взаимоотношений, может быть. Для людей семейных это ваши близкие родственники, может быть, супруг или супруга. Мы по полу карту сейчас не рассматриваем. Может быть, это и вы сами где-то в этих энергиях. Ну, или какой-то человек, который проявляет, ну, любовь, скажем так, симпатию, эмпатию, хотя это карта искренних отношений. Ну, тут явно есть какая-то радость, что или кто появится неожиданно. А ведь и правда, тут может быть в доме какой-то человек, который неожиданно появляется или стремится попасть к вам, может быть, и навстречу. Может быть, это и добрые вести от какого-то конкретного человека. А с чем это связано? Кто или что появится неожиданно? Да, тут правда у кого-то из вас могут быть известия, допустим, или согласование по части жилья. Я такое допускаю, но для кого-то из вас это именно с личной жизнью связано. Аркан колесницы, когда человек какой-то желает с вами встречи. Может быть, это само по себе известие, что вот да, есть персона, которая хотела бы с вами увидеться. Мы все разные, правда? Я уже пытаюсь просто и личную жизнь как бы, да, увязать, и какие-то, может быть, имущественные вопросы. Ну, а почему нет? Ну, может быть, и имущественный вопрос связан как-то с человеком, и вам нужно с ним договориться. Или, кстати, мои дорогие, вы могли на кого-то надеяться, вот то, что я говорила, да, и решите финансово как-то свою проблему или вопрос. Ну, тут может быть какой-то подарок, да, или какой-то подарок спешит на ваш порог, может быть и так. Может быть, это финансовый какой-то эквивалент, да, с учетом аркана колесница, как перевод денег, может быть, и будет праздник после победы. Вы тогда посредством какой-то суммы можете решить вопрос. Но явно вас тут что-то будет радовать. Приятные эмоции, мои дорогие, спешат на ваш порог. Но это может для кого-то еще и связано быть, допустим, с той поездкой, которая отложилась по каким-то ну, причинам, когда тут могли быть и финансы, и документы, и задержки. Вот явно какая-то пауза, как будто все ускоряется. Ну, по крайней мере, или вам какое-то поступит альтернативное предложение или альтернативная возможность о переносе, может быть. Как будто успех или ваш план, он не отменяется, но переносятся конкретно какие-то даты. И для вас это будет неожиданно. И тогда вас это обрадует. Точно? Ну, смотрите, замыкается, тем не менее, у нас на финансы, поэтому тут у каждого по-своему. Личная жизнь, но все равно есть какой-то присутствует финансовый вопрос. Обратите внимание, что после аркана колесницы идет восьмерка пентаклей, карта часто говорит «продолжай». Или ты победишь, или у тебя не хватит терпения. Поэтому тут вам как будто после всех этих известий все равно терпения, ну, набраться стоит. Но ведь эта карта кстати, когда мы изучаем, может быть, какие-то инструкции или что-то детализируем, когда мы, ну, некоторую ревизию проводим, и нам нужно какую-то реорганизацию тоже провести. Почему? Потому что все усилия вот эти, да, что мы будем продолжать, их нужно, понимаете, как в одно русло направить, потому что в яблочко мы словно по мишени должны попасть. И в то, наверное, яблочко или эквивалент какой-то, он у вас как раз и проясняется, как вам действовать. И, может быть, это тоже где-то неожиданно. Вы уже где-то находились. Вот я могу представить, что карты Луна для кого-то будет означать то, что ты сейчас думаешь, отказаться и не отказаться, да? Ну вот почему вот вдруг какой-то стоп произошел, почему какая-то пауза? Да нет, так не может быть. Может быть, вариант, да, вот эта карта Луна будет говорить, что интуиция мне подсказывает что-то другое.
У нас сейчас с вами такой период, когда, знаете, вот если взять логику, то ни в какие ворота не лезет. А вот наша интуиция нам может давать правильные подсказки. Поэтому тут, ну, я могу предположить, что для кого-то из вас в ближайшее какое-то время, ну, движение будет, это точно. Причем оно так не сразу, знаете, но как будто по нарастающей. Может быть, начинается с какого-то известия, а потом-то вот эти энергии, они как будто, знаете, шаг за шагом какая-то история, она начинает развиваться и переходит, может быть, в какое-то даже ускорение, потому что это всегда жизнь набирает темп. Или к этому известию еще что-то присоединяется. И вот вроде бы как бы вдохновение возвращается, хочется сказать. Но и есть какая-то четкая грань, которая от вас сосредоточенности требует, потому что, может быть, это будет сопряжено с тем, что кому-то нужна будет эта сумма, и ее вы сможете собрать. Но если себя как будто на это реорганизуете, что-то просчитаете до деталей буквально. Ну вот интересно, давайте еще узнаем. Так кто или что появится неожиданно? Вот здесь я вижу, явно это будет связано с каким-то человеком. Кто или что появится неожиданно. Так, вот как будто в каком-то деле вы сделали все, что могли. И каковы неожиданности? Мгм. Кто или что появится неожиданно? Король мечей. Персональная карта. Вот пока не появился, так и хочется сказать, что в вашей жизни есть какой-то человек. И вы, может быть, ждете по королю мечей. Ну, может быть, персональная карта, да? Здесь может быть как и человек, который занимает какой-то пост, или от этого человека зависит, решится ваш вопрос или нет. Для кого-то ожидание важной бумаги, согласования, все же иногда официальные лица, они тоже проходят. И для кого-то согласование через юриста, адвоката, может быть, когда нужно просчитать, как вот именно закон в отношении вас работает. И вы уже вроде как по девятке жезлов сделали все, что могли. Пауза какая-то. Но точно так же для кого-то из вас мы спросили, кто или что появится неожиданно. Он как будто не появился, вот если мы рассматриваем король мечей как конкретную персону, причем того человека достаточно холоднокровного. Может быть, внутри его бушуют страсти. Такое вполне вероятно. И человек какой-то думает о вас или думает, продолжать с вами взаимодействие или нет. С одной стороны, он вроде бы, может быть, и раньше думал, что я сделал все, что мог. Или какая-то пауза. Или у вас, или для кого-то из вас это отношение, ну, хочется сказать, на расстоянии. Но явно вы этого человека знаете. Это не интернет-знакомство, нет. Потому что предыдущая карта будет говорить, скорее всего, о тех людях, которые, ну, может быть, волею судьбы, случая, вы сейчас вот не вместе. Может быть, были какие-то контакты. Здесь даже могла быть, ну, может быть, и семья. Вполне вероятно. Вверху у нас королева кубков, да, ведь это часто прообраз супругов. Ну, или отношения, которые развивались, а потом вдруг все остановилось, все заглохло, какая-то пауза. Может быть, это и были какие-то недопонимания, может быть, была и ссора. И я сделал все, что мог, думает человек. Может быть, это у него внутри бушуют страсти. Но сам-то человек, он, понимаете, настолько рационален. И, может быть, кстати, по этой карте тот человек, который сам себя устанавливает в какие-то рамки. Вот мы часто ведь говорим, что официальные лица, или это те люди, иногда это люди, которые в погонах, это те люди, которые в принципе работают по приказу. И приказ, он уже как бы имеется в виду, почему и проходит даже, да, или это у нас юристы, в рамках закона они поступают, да, или мы говорим врачи, а у них там тоже свой протокол лечения есть. То есть есть определенные рамки, в которых может функционировать человек или исполнять вот эти функции. Но точно так же мы переносим на личность, и значит, такие установки есть у конкретного человека. Но у человека дьявол, аркан. Поэтому страсти бушуют, мои дорогие. И ему непонятно, как действовать. Есть то, что я хотел бы,
что просит моя душа. Ну, может быть, и не только душа, все-таки страстная карта. Но, а есть какие-то установки, есть какие-то, может быть, ограничения, может быть, объективные или вымышленные, что присутствует в сознании человека, мы на это вообще никак не влияем. Так вот, я могу сказать, еще как будто есть в вашей жизни какой-то человек или персона в целом, да, если с официальными лицами связано. Может быть, тут тоже официальные лица хотят быстрее закончить ваше дело, почему нет? И тоже какая-то заминка происходит. Или сама по себе персона, которая вроде бы пауза какая-то есть, или вроде как и не скажешь же, что это окончание. Но это еще пока и не начало, потому что в прежнем контексте уже действительно сделано, ну, наверное, все возможное. Но вот теперь какая-то история не дает покоя. Кто или что появится неожиданно. О, представляете, аркан-дьявол, ведь это зависимость где-то, правда, карта? И солнце. Это наше эго. Тут очень сложный человек, мои дорогие. Кому-то из вас попался, правда. Или, может быть, вы пытаетесь решить какой-то вопрос, пусть документы, или пусть какие-то важные согласования, контакты, встречи. И тут с человеком сложно договариваться. Он настолько прочно увяз в рамках своих предубеждений, того, что хорошо, того, что плохо. Может быть, это даже рамки менталитета, того, что принято в обществе. Тут это все вместе, да? А солнца-то хочется тепла. Вот или вот этой страсти буквально хочется. А вот как поступить? Тут какая-то, знаете, несопоставимая история. Тут нужно искать компромисс. Но человек к этому не готов. Пока, по крайней мере. Что или кто появится неожиданно. У человека только иллюзии. Вдруг что-то там изменится. Да, какое-то глубокое сожаление у какого-то человека по поводу вас. Может быть, у кого-то и контакты продолжаются, да, но такие контакты, которые напоминают тоже отчасти вот эту двойку, да, ничего не меняется. От и до. Человек в этих рамках и за каким-то забором таким, который сам себе придумал, установил. Может быть, и объективно-то тоже есть какие-то препоны, преграды. Но они тогда только добавляют сложности. Но основная сложность– это именно в рамках, вот, которые себе человек представляет. Так, появится или не появится? Неожиданно, да? Или вообще? Какие неожиданности нам ведь не случайно конкретного человека? И вы знаете, тут у кого-то, правда, ссора могла быть. Кто-то о вас думает, мои дорогие, и очень сожалеет. Кто-то даже допускает, и, может быть, в те минуты, когда человек, такие бывают, все-таки сам с собой откровенен. Может быть, это была у кого-то та история, когда человек представлял, что будет ровно так, как я захочу, а так не вышло. Кто или что появится неожиданно. Вот именно если мы даже про этого человека, тут какая-то возможность. Возможность, как будто для того, чтобы преодолеть вот эту преграду, нужно поступить по-другому. Вы знаете, у вас как, ну, какой-то кармический урок, когда вас словно по судьбе, да, вот вы вынуждены быть словно в зависимой ситуации, и вы должны сами это преодолеть. Тут в неожиданностях, по крайней мере, по этим двум картам, ничего не появляется, правда, то, что связано с человеком. Тут в неожиданностях, вы знаете, появляется то, как какая-то многозадачность, которая происходит или приходит к вам, но она будет связана с тем, кого вы очень хорошо знаете, может быть, с вашей семьей или с какими-то родственниками. Может быть, тут тысяча каких-то неожиданностей, каких-то новостей, кстати, я такое могу допустить, или чьих-то решений. Но у вас эти неожиданности, вот какие-то новости будут, они вас не цепляют вообще. Потому что для вас какая-то история, вы словно уже 3 раза ее проходили. Вы какой-то опыт тут проходите, мои дорогие. Или вот этот кармический урок. Потому что то, что вам скоро скажут, вас даже будут пытаться вот так, знаете, на эмоции, может быть, зацепить или вывести, или как бы
добиваться вашего участия. А вы тут вот абсолютно не реагируете. Будьте к этому готовы. Кто-то вам действительно в вашей жизни неожиданно появится, и именно из людей, кого вы хорошо знали, или кто вхож в ваш дом, или пусть это даже какая-то ситуация, она связана отчасти с работой. У кого-то банально, знаете, это предложение о работе, выйти поработать, может быть, в праздничные дни. А почему нет? Очень даже того это допускаю. Особенно для людей тех профессий, когда работа не останавливается, да. И, для врачей, для работы, вообще для работников, в целом здравоохранения или для охраны правопорядка, да, у них какие? Люди отдыхают, а у них только работа начинает кипеть. Вот если вы, к примеру, принадлежите, вот ваша работа, ваша занятость, то да, тут вроде бы были планы одни, а тут все раз тебе и уже куда-то смещается. Ладно, ну что и кто появится неожиданно еще? Но тут, смотрите, тут какие-то планы вроде как не стыкуются, правда. На вас будут приготовьтесь к тому, что будут те персоны, которые будут стараться либо у вас что-то выведать, либо о вас узнать побольше. Кому-то очень любопытно узнать, что же вы планируете. Вот, кстати, это тоже будет для вас неожиданно. Или, в принципе, люди думают неожиданно, но вы где-то, обладая интуицией, уже знали. Для вас это не совсем вот какая-то новость. А, И я не могу сказать, что вот какой-то вихрь событий, новостей или чьего-либо участия вас как будто могут так вот теребить, да? Или искать с вами контактов. Но вы-то как будто умом понимаете, что пейзаж не меняется. Для меня эта картина знакомая. Вы тут как маг-волшебник, ей-богу. Вы каждого видите насквозь, потому что вы понимаете уже сейчас четко, кто из людей ну, представляет, вы точнее представляете какую-то ценность для человека или интерес, поэтому они ищут с вами, может быть, контакт, взаимодействие, что-то вам рассказывают, но вам от этого это какая-то, ну, уже, знаете, заезженная новость или, ну, пусть новость-то сама по себе с каким-то новым эквивалентом, но суть-то она не меняется. Опять же, вот эти 3 испитых чаши. И если даже тут вроде как и есть, да, элемент новизны, тут 2 кармических урока. Вам как будто нужно от чего-то избавиться, я бы даже так сказала. Вам вот те люди, которые будут на вас активно действовать, воздействовать, вам нужно будет определить, в каких рамках вы, мои дорогие, будете с ними продолжать какие-то контакты, общение, и у вас не должно быть искаженного восприятия. Вот, наверное, разделить зерна от плевел. Ваша основная задача — видеть людей насквозь. Вот правда, хоть, опять же, карта мага пока не выпала, но ведь эта карта нам говорит, что это нам. Мы можем сами, конечно. Если мы начнем вовлекаться во что-то, то вот потом этим и закончится. Вот итоговая карта, когда мы в реальности одна картинка, а мы словно в зеркале видим что-то другое. Это вас словно запутают. И потом есть риск запутаться и получить вместо, это ведь карта будущего, вместо будущего решение каких-то чужих вопросов, тем, интересов и больше. Ничего. 2 урока, 2 карты будущего. Ну вот у вас сейчас как будто все неожиданности строятся от того, что вы какое-то решение должны принять. Ну давайте еще спросим. А вообще вот так, что неожиданно для вас и для вас будет в плюс? Именно для вас. Что доброго идет на ваш порог? Так и хочется спросить. Влюбленная. Но я могу сказать, что какой-то человек явно... Вот этот выбор ему как будто придется делать, или он будет продолжать с вами общение. По аркану влюбленная это тот выбор, перед которым вы станете, но в принципе это что-то приятное. Но карта снова говорит, это выбор. Здесь вы, скорее всего, примете какое-то Соломоново решение. Это будет потому, что с одной стороны приятно, с другой стороны чем-то полезно. Вот я вижу так. Ведь всегда аркан влюбленный нам говорит, сепарация только иллюзия. С другой стороны, вы уже не хотите для себя каких-то иллюзий, представлений, да? Ведь иногда, ведь тут, посмотрите, как будто такой темный образ, да, у мужчины. Женщина нам наяву как будто более ярче обозначена, а человек
этот вот как будто она, закрыв глаза, представляет это. Но, тем не менее, эта карта говорит о реальных событиях, когда даже я так вижу, у нас тут проигрался, потому что уже человек, который как будто желает продолжения, и поэтому как минимум взаимодействие будет. Но вот вы, скорее всего, примете вот это сложное решение, что я не рву, но в принципе я просто оставляю, потому что у меня есть какой-то интерес, и в каком-то контексте вас это радует. Точно, вас это радует. Тут я могу сказать, что какие-то новые варианты, может быть, сотрудничества или контактов, или какие-то планы на новые встречи, на важные разговоры, они точно появляются. Или этот разговор состоится. Вот дела сердечные, аркан влюбленный и туз чаш. Вас точно что-то будет радовать. Но это больше касается личной жизни. Десятка мечей. Сложно, да, сказать. Десятка мечей в прошлое дверь закрываем, а тут аркан справедливости. Для кого-то я допускаю, что вот события, что у вас происходит, вы будете видеть несколько отстраненно. У вас, правда, вы как будто смотрите из какого-то сложного вопроса, сумеете как извлечь, но вот эту радость или то, что вам полезно, или почему что-то будете продолжать, но к этому вы добавите какую-то, знаете, как часть вашей души, такую более рациональную, холодную, ну вот как по мечам, такую более жесткую, себе какие-то рамки установите, что вот этого не будет. Или вот в прошлое я не вернусь. Вот так, как человек может конкретный представлять себе все что угодно, но вы выходите, вы себе вот для вас плюс что решается? Вы завершаете для себя какие-то грустные мысли, какую-то грустную историю. И это, кстати, наверное, то, что ждут от вас высшие силы. Ведь это часто аркан справедливости, как карта кармы. Вот правда, здесь должен восстановиться какой-то баланс. Потому что я так могу предположить, судя по предыдущим картам, вы долгое время в чем-то участвовали. В чем участвовать не должны были. Вот почему, наверное, для вас вот этот нулевой аркан какая-то ошибка может означать, правда? И вот вам не просто исправить эту ошибку надо. Да, тут явно принять какое-то завершение. Или, мои дорогие, словно отпустить, чтобы в каком-то новом эквиваленте или что-то новое получить. Освободить, как будто вычистить пространство, место. Ну, пусть это даже так альтернативным вариантом, может быть, это как место в нашем сознании или представление о ком-либо или о чем-либо. И вот когда мы, вот говорят, когда мы отпускаем, тогда появляется и возможность, словно у пространства, нам вернуть то, что по справедливости буквально наше. Что вас радует и что для вас неожиданно. Или кто, или что, с чем это или с кем связано. Это будет сугубо ваше решение. Это просто ваше решение, да. Вы на пороге каких-то судьбоносных событий стоите. Вот смотрите, если раньше вам приходилось как на эмоциональном надрыве принимать какой-то сложный вопрос или решать, вот здесь как будто вам, ну никак, никаких эмоций нет. Четкое понимание, в каком контексте вы себе позволяете, да, вот эту радость или что вы принимаете, и каким образом вы будете, ну, как сводить к нулю все то, что вас словно обесточивает или занимает ваше время, силы, энергию, может быть, средства. У кого-то даже так минусовая ситуация по финансам, потому что, ну, как-то вот неправильно распределили. По восьмерке чаш, посмотрите, отшельник, он идет в одиночку. И он идет, тем не менее. И по аркану справедливости. Вот вы знаете, как кармический урок. Два вот этих старших аркана. Мы как будто должны свести к нулю все то, а может быть всех тех, кто нам мешал. Вот отшельник отправляется, да, пусть в одиночку в какой-то путь, но ему уже никто не мешает. Может быть, это у вас сейчас тысячи каких-то помех. И мы не можем определиться, пока мы эти помехи не устраним. Потому что
пока вот не будет поставлена эта точка, вот смотрите, вам как будто по судьбе нужно идти к натуральному солнцу от того солнца, который как искусственный очаг. Тут какая-то миссия прям, сказала бы, как по судьбе. Кто или что появится неожиданно. Люди будут появляться с какими-то... И информации еще будет очень много. Вам какую-то действительно нужно пройти дорогу, жизненный путь, ну, по крайней мере, какую-то дистанцию в ближайшее время, когда вы будете слышать разные новости. И перед вами, знаете, как люди и их судьбы, вы будете тоже видеть беспристрастно. Может быть, тут, знаете, вас не будет цеплять тот, кто вам что-то обещает. Вот вы даже обещания людские будете как-то, ну, совсем по-другому пересматривать, потому что, знаете, как какая-то часть в вас, которая прежде именно, может быть, через эмоции цепляли вот за какую-то часть, струну вашей души, и долгое время каждый играл какую-то свою мелодию, словно струна с колка слетела, и теперь уже не звучит. И вы вот настолько хладнокровно будете на что-то реагировать, и это время вашей силы. Потому что тут продолжают люди, они никуда не денутся, как и информация, так и какие-то предложения. Но вот вы будете словно сразу. Человек, может быть, только начал что-то говорить, а вы уже знаете, к чему он клонит, и одновременно вы уже знаете свой ответ. И вам от этого не просто невероятно легко будет, потому что никто уже не мешает. Вот такое видение. Интересно, к чему это все идет? А вот ваша задача, ну вот неожиданный наш прогноз, словно, вот смотрите, пятерка чаш. Ведь это всегда карта сожаления. Это карта, ну, может быть, долгих и таких болезненных слез, переживаний, может быть, предательства, какого-то сложного жизненного этапа, когда мы и были с израненным сердцем, и одновременно не могли ничего сделать. Так вот вы в этом именно должны подвести какой-то, вот знаете, итог и поставить точку. Вот как эта девушка протягивает ножку, и вот в этом мрачном омуте, вот это, вы как будто в этой чаше находятся вот эти все тяжелые эмоции. Она даже не касаясь, вот просто касаясь ножкой вот этой чаши, переворачивает ее, и сейчас вот этот весь негатив скроется в омуте. А все самое дорогое возле вас. Я обычно добавляю, потому что эта карта, ее лучше всего описала Клаудио Пенеро. Хотя она не о картах абсолютно, но слова, которые она произнесла, они очень емкие. Над разбитой чашей не рыдают, а выбрасывают осколки и моют пол. Вот вы выбросите какие-то осколки и словно вымоете пол. Неважно, что это было. Может быть, какие-то, даже если согласования не могли быть продолжены, да, вот вы теперь понимаете, что вот есть что-то, есть какие-то варианты, может быть, иные, альтернативные. К чему это еще идет? Сами себя будете сохранять какое-то время. И, может быть, где-то кому-то из вас придется, словно финансы, ну, так вот пересмотреть приход-расход, может быть, буквально так, потому что финансовая составляющая явно требует к себе внимания. По шестерке чаш это, знаете, как знаменитые слова. Кому с вами по пути, они вас догонят. Тут вам нужно действительно идти вперед. Вот вместе, наверное, с этими, посмотрите, две пятерки. Пятерка всегда недостаток. Вот в этом омуте какие-то победы чьи-то, пировы, заканчиваются. Вас действительно будет кто-то догонять, мои дорогие. Вам действительно какой-то человек, может быть, который сейчас еще, ну, не появился. Тут кто-то у вас может просить прощения, к примеру. И это будет для вас неожиданно. Да, основное это ведь мы все-таки спрашиваем, кто или что появится неожиданно. Кто-то может признать свою ошибку и будет стараться ее исправить. К этому тоже будьте готовы. И если это по согласованиям, тоже какая-то с вами, знаете, как была несправедливость, значит, пусть это какими-то другими методами, но как будто вот те дела, которые были незавершенные, но вы, может быть, махнули рукой. Вот вам судьба возвращает все то, что вам
принадлежит по праву. Или тех, которые как будто, знаете, нарушили какой-то кармический закон, неважно по каким причинам. Они тоже могут появиться, пытаться, да, в вашу жизнь снова войти, исправить какую-то ситуацию, заговорить, установить с вами заново контакты. Вот будьте к этому готовы, потому что это может быть для вас неожиданно. Перекладывайте на себя, мои дорогие. А я благодарю за то, что вы смотрите мои видео, за ваши искренние душевные комментарии, за то, что вы мне столько добрых слов пишите, мои дорогие. Вот за эту помощь я вас безмерно просто благодарю. Пусть я не успеваю отвечать, надеюсь на понимание. Вы знаете, я все читаю, и вы мое вдохновение. Это правда. Вот этот канал, пусть он маленький, еще достаточно, но тут вот именно собрались где-то единомышленники, и мне это очень приятно, мои дорогие. Перекладывайте на себя, оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал. И, кстати, я в описании к видео я оставлю ссылки на мой сайт. У меня там есть статьи вот для тех, кто смотрит именно сейчас видео. На этот период есть у меня коридор возможностей на 2026 год. И есть для кого это актуально, сообразно моменту, кармический декабрь. Я постаралась там описать именно, знаете, как вот по карме, мы сейчас сегодня очень много об этом говорили. Это как задел на 2026 год, какие уроки, каждый знак зодиака, потому что в основном у меня по знакам зодиака как и гороскопы, так и расклады на предыдущих 2 каналах происходят. Поэтому тут каждый может так соизмерить со своими планами, реальностью какой-то. И я думаю, подсказки будут. Поэтому оставайтесь со мной. Еще увидимся. А я вас люблю. И вы, мои дорогие, будьте счастливы, будьте любимы всегда.